Позавчера в Белгороде взорвалась авиационная фугасная бомба. Никто не погиб. Бомба упала ночью на дорогу посреди города. Взрыв образовал воронку диаметром 20 метров. Ударной волной выбило стекла в окрестных домах. Были повреждены автомобили, а один и вовсе закинуло на крышу магазина. Упавшая бомба предназначена для поражения подземных бункеров. Потому зарылась в землю и взорвалась там. Но если бы она упала не рядом с домом, а, например, прямо на дом, то от него бы просто ничего не осталось. То, что жертв не десятки и не сотни, это чистое случайное везение. Пока Z-общественность требовала немедленного удара возмездия по Украине, прибежало российское министерство обороны с объяснением. Оказывается, бомба сошла с пилона российского самолета. Это российский самолет потерял бомбу над российским городом. Каковой факт офигевшим сторонникам войны предлагалось принять как есть. Мы возим бомбы над российскими городами, и порой они нештатно отваливаются. Случай этот показателен сразу по многим причинам. В первую очередь, произошедшее иллюстрирует ту степень ненормальности, в которой мы очутились спустя эти 14 месяцев войны. Ну представьте, на российский город падает бомба. До начала войны это событие стало бы ЧП федерального масштаба. Несколько недель все бы говорили только о нем. Бомба упала на город. Как минимум последовали бы отставки и уголовные дела. Потому что, проговорим еще раз, самолет, снаряженный тяжелой фугасной авиабомбой, каким-то хреном оказался над густонаселенным городом. И бомбу потерял. И только чудом, настоящим божественным провидением, по независящим от пилота или техника обстоятельствам, бомба упала на дорогу, где никто не погиб. А не на жилой дом или, например, не на детскую больницу. В прошлые времена это был бы скандал на всю страну, и самым высоким лицам, пусть даже через «не хочу», но пришлось бы выдавить из себя комментарий. Сейчас важно даже не то, что самый высокопоставленный чиновник, который хоть что-то булькнул, это губернатор Белгородской области. Важно то, что никто и не ждет никаких комментариев. Никто не ждет, что бомба, упавшая посреди российского города, потенциальная угроза жизням сотен людей, вызовет хоть какой-то скандал. Просто еще один заголовок среди прочих. Взрыв здесь, взрыв там, убийство тут, прилет туда, ну и бомба упала. Большая часть тех новостей, которые до войны были бы главными в стране, сейчас идут по разряду местных и региональных. Не просто представить, какое из трагических событий, которые навсегда изменили российскую историю, сейчас получили бы сравнимое внимание. Норд-Ост, Беслан, Курск, взрывы домов. При том, что нынешняя война по числу жертв за неделю перекрывает все прежние катастрофы вместе взятые. А помните, вот в Ейске истребитель врезался в жилой дом. 15 погибших и 43 пострадавших. Никто не помнит. А случилось это всего полгода назад, в октябре. И даже тогда, в моменте, нельзя было назвать этот сюжет новостью номер один. На примере таких новостей мы видим, что произошло со страной за считанные месяцы войны. Ну, упала авиационная фугасная бомба в полтонны весом в городе, и упала. Губернатор дал комментарий в духе коммунальной аварии, типа трубу прорвало, и все спокойно пошли дальше. Наблюдая произошедшее, вот этот страшный взрыв, огромную воронку, разлетевшуюся в разные стороны автомобиля, надо помнить главное. Именно это и планировалось. Планировалось мирному городу причинить ужас и разрушение. Планировалось убить людей. Все произошедшее никакой не форс-мажор. Просто подрыв боеприпаса планировался в каком-нибудь другом городе, через несколько десятков километров, по другую сторону границы. Именно так эта безумная война и выглядит. Именно так она разрушает, убивает. Именно так знакомые нам всем улицы превращаются в руины. Именно так жизнь людей за одну секунду меняется навсегда. И это происходит каждый день. Каждый день Путин просто так убивает и разрушает. Бомба упала в России, но для Украины это ежедневная реальность. Неплохо бы нам всем не терять ее за рутиной войны, осознавать масштаб кошмара. Теперь давайте поговорим о ситуации чуть более общей. В первой неделе войны, пока украинское ПВО передислоцировалось и не могло в полной мере защищать украинское небо, российская авиация воевала так, как привыкла еще в Сирии. Российские самолеты и вертолеты каждый день летали над Украиной, нанося ракетно-бомбовые удары. В этом, если кто помнит, и был главный план – уничтожить украинское ПВО в первые часы войны, получить абсолютное господство в воздухе и проводить массированные бомбардировки. Последние должны были обеспечить сухопутным войскам беспрепятственное продвижение к искомой цели – Киеву, с захватом за считанные дни.
В какой-то момент, еще в первые часы вторжения, оказалось, что слухи о слабости украинского ПВО, активно распространяемые российской пропагандой и Министерством обороны, были, мягко говоря, преувеличены. Российская воздушная техника стала довольно массово падать вниз. Потери среди пехотинцев, танкистов, десантников, в общем-то, всех, кто воевал на земле, никого особо не волновали. Но в случае авиации позволить себе такую роскошь было просто невозможно. Каждый сбитый самолет, каждый убитый или взятый в плен летчик – это ущерб в десятки миллионов долларов, а главное – это невосполнимые потери. Танкиста можно за несколько месяцев вылепить из любого прохожего, а боевой летчик – специалист уникальный. Потерять авиацию можно только один раз. Из мобилизованных ее не наберешь. Примерно с середины прошлой весны российская авиация перестала летать над защищенными украинскими территориями. Классические ковровые бомбардировки, стирающие города с лица земли, проводили только там, где это было абсолютно безопасно, например, в окруженном Мариуполе. Воздушные атаки по Украине продолжились, но совсем иным способом. Российские самолеты, преимущественно стратегические бомбардировщики, выпускали ракеты с территории России и при этом держались настолько далеко от границы, насколько это возможно. Массированные ракетные обстрелы приносили Украине массу горя и беды. Они разрушали ее инфраструктуру, убивали людей, били по жилым домам, торговым центрам и административным зданиям. Казалось бы, авиация выполняла те задачи, которые перед ней ставил Путин. Но все же с ракетными обстрелами было много проблем. Во-первых, тактическая ракета – страшно дорогая штука. О каких бы моделях мы ни говорили, насколько бы устаревшими они ни были, разговор в любом случае начинается с $1 миллиона за единицу. Во-вторых, тактические ракеты – это не то, что существует в неограниченных количествах. Их нельзя просто брать и штамповать, как патроны к Калашникову. Запасы ракет ограничены, производить их сложно и долго, а в условиях запрета на импорт электроники еще сложнее и еще дольше. Очень скоро по территории Украины полетели уже не «Искандеры» или «Кинжалы», а противокорабельные ракеты, а потом и вовсе переделанные зенитные. Если дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием фигачить в белый свет как в копеечку, по детским площадкам и трансформаторам, то его запасы у вас быстро закончатся. В-третьих, чем больше систем ПВО присылали Украине в качестве военной помощи, тем больше российские ракеты падали, не долетев даже до детских горок и трансформаторов. Тем больше их сбивали в воздухе. Что, естественно, подрывало эффективность всего предприятия еще сильнее. Наконец, в-четвертых и в самых главных, любая ракета несет в разы меньший заряд, чем авиационная фугасная бомба. Нельзя ракетами добиться того коврового эффекта, когда города стираются подчистую. В случае успеха ракета уничтожит ровно ту цель, в которую ее направили, но не разнесет квартал вокруг. Короче говоря, для той тотальной войны на уничтожение, которую Путин затеял против Украины, ракеты вот вообще никак не годились. Нужны были бомбы, а с бомбами не получилось. Частичное решение проблемы подсмотрели у американцев. Буквально годом ранее и совершенно кустарным методом, просто обратите внимание, как это вот выглядит, был разработан и тут же принят на вооружение аналог американского JDAM – комплекс доработки авиационных бомб, после чего они превращаются в планирующие и корректируемые боеприпасы. Проще говоря, к бомбам приделывают выкидные крылья и блок управления. Модернизированные бомбы не падают вертикально вниз, а могут пролететь несколько десятков километров и плюс-минус даже по заданной траектории. Российские пилоты получили возможность бомбить объекты в Украине, не заходя в зону действия ПВО, а иногда и вовсе с территории России. Судя по всему, инцидент произошел именно с таким боеприпасом. От Белгорода до украинской границы 30 километров по прямой. Самой правдоподобной кажется такая версия, что самолет выпустил бомбу прямо над городом, но по цели на территории Украины, но подвел кустарный механизм, крылья не вышли и бомба упала вертикально вниз. Понятно, почему российская Минобороны рассказывает, что, мол, бомба самопроизвольно сошла с пилона. Случайно упавшая бомба – это несчастный случай, а история о том, как российский истребитель сбросил бомбу на российский город в надежде на механизм, который выглядит так, будто собран в ближайшем гараже, это таки скандал, это таки довоевались до ручки. Мы, конечно, видели много безумия и деграданства, но чтобы российский пилот, наблюдая под собой российский город, нажал кнопку сброса бомбы, такого мы пока не видели. Нам еще только предстоит осознать, что это, видимо, нормальная практика. Летать на снаряженных бомбами самолетах над жилыми домами в России и производить пуски по украинским старикам, женщинам и детям прямо над головами российских стариков, женщин и детей. Откроются крылья, будут жертвы разрушения в Украине. Не откроются, в России тогда будут.
Мы давно говорили, в российском руководстве, что в военном, что в гражданском, самым изумительным образом сочетаются две крайности. Власть в России захватили довольно пожилые люди, которые ведут себя до предела инфантильно, совершенно не ощущая связи между своими действиями и их последствиями. Вся эта война – это игра, это косплей, это примерка дедовского кителя на публике, это кино и телешоу. Для развязавших этот кровавый ужас все происходящее совершенно несерьезно и не по-настоящему. Человечество не первый день пилотирует самолеты и не первый день на них воюет. Самолеты не могут летать где попало. По идее, должны существовать ответственные за то, чтобы нагруженный под завязку взрывчаткой борт никогда не оказался над жилыми домами. Чтобы точки запуска находились там, где нештатная ситуация не приведет к бесконечным жертвам на Земле. Чтобы кто-то задумался о рисках и последствиях, чтобы кто-то заморочился соблюдением процедуры выполнения боевых полетов, все участники должны относиться к этой войне как к взрослой и ответственной деятельности. Но если бы кто-то относился к этой войне как к ответственной деятельности, если бы кто-то был способен взвешивать риски и последствия, соблюдать правила и требовать их соблюдения от подчиненных, если бы все это не воспринималось как большая игра, где кто-то воображает себя Сталином, а кто-то Левитаном, кто-то мечтает о судоплатовских методах, и все это в атмосфере костюмированного утренника, то если бы все это было не так, тогда не только бомба не упала бы на Белгород, никакой войны бы не случилось в принципе. Установить точку запуска над жилыми районами и отправить своих солдат захватывать Украину, обрекая на смерть десятки тысяч людей с обеих сторон, это решение совершенно одного порядка. Это решение людей, которые совершенно не соображают, что творят, и какие последствия будут, если что-то пойдет не так. И неважно, о чем идет речь. О том, что Украина развалится, а Зеленский сбежит, или о том, что наспех изготовленный на коленке механизм будет успешно отрабатывать в 100% случаев. При том и другом раскладе в головах людей существует вымышленный сказочный мир, где все обязательно будет так, как они задумали. И в том, и в другом случае никто не задал того самого вопроса, о котором мы говорили с самого начала. Того самого вопроса, который лучше всех сформулировал Семен Слепаков. А что, бля, если нет? А что, если ваша жертва даст отпор? А что, если приблуда эта ваша в гараже собранная не сработает? Что тогда? У вас есть план «Б» на случай настоящей войны? У вас есть способ поймать бомбу, которую вы сбросили на головы собственным гражданам? Вся эта история про то, что общий стиль управления обязательно проникнет вниз по вертикали. И если стиль этот инфантилизм и безответственность, тотальная безответственность людей, в руках которых настоящее оружие, взрывчатка и полномочия, то беда будет для всех, неважно, по какую сторону границы вы оказались. Не убьют вас нарочно, так угробят по глупости. Не отправят бомбу на вас прицельно, так просто по пути уронят. А велика ли разница? Какое же все-таки мудачье управляет сейчас Россией? До завтра.